что происходит со странами, которые идут в конвей или фарватере внешней политики американцев. По большому счету, они всех, извиняюсь за выражение, используют или юзают по большому счету. Что все думают, что если там завтра условно какой-то дрон упадет там в Польше, сразу начнется масштабная война. Такого не будет. Борьба за умы и за смыслы. Вот в чем, я считаю, мы очень сильно отстали. Типа я должен стать китайским шпионом? Дай мне 10 лет работать со своей молодежью, я сделаю ее к себе близкой. Как будто бы американцы в этом плане побеждают, да? Вы все сидели вот так на постсоветском пространстве, ни хрена себе огуречный фестиваль. Я хочу туда. После того, как завершился китайский грант, Все, уже все, нет, я искал другие гранты. Окей, Google, у кого я вообще есть посмотрел, гроши? что есть российская какая-то движуха. Друзья, приветствую всех на канале Победа 945, нашем честном подкасте. Результат розыгрышей анонсирую в следующий раз. Мы еще считаем лайки, все у нас честно и справедливо. И сегодня будет тоже у нас очень интересно. Я Павел Кухаркин, Сергей Черкасский. В гостях у нас Велиев Рамиль, политический обозреватель канала «Политическая Россия», кандидат исторических наук и преподаватель. Всех приветствую, дорогие зрители. Смотрите, подписывайтесь, обязательно комментарии пишите. Паша не только комментарии, не только лайки считает, но и со всеми с вами ссорится в комментах, лично всем отвечает. Ну, я лично отвечаю, причем с 2 каналов. Да, я вижу, когда со всеми ссоришься. У нас есть три аккаунта, это из практики, на все будем отвечать. И положительно, нейтрально, и отрицательно. Так что пишите. Что мы не будем, знаешь, вот раскачиваться и так далее. Знаешь, обычный человек кандидатом наук не назовется, и это означает, что дискуссии тоже уровень С места будет в карьер. соответствующий. Поговорим, наверное, о сложных вещах. Вот совсем недавно был визит Владимира Путина в Китай. Мы видим в последнее время, активно выстраиваются взаимоотношения, при этом есть как бы нюансики, и это заметно и по риторике. Был проект «Один пояс, один путь». Да. По твоему мнению, он реализован, не реализован? В чем проблема основная? Честно признаться, когда мы рассматриваем в целом многие логистические проекты сквозь геополитику, мы должны рассматривать основы, да. Вот есть телурократия, толосократия. Это власть суши, власть воды. Кто-то называется это как Хартленд и Римленд. В рамках логистики, в рамках транспортных коридоров, текущий транспортный в целом коридор это является нефтью по большому счету. Кто контролирует логистические коридоры, он контролирует абсолютно все. Текущая международная обстановка показывает это четко. Ближний Восток — это яркая свидетельство того, что где-нибудь, я позволю себе сказать слово, суета возникла, мы же без галстуков сидим, и, соответственно, это отразилось в целом на рынках. Учитывая инициативу пояса и пути, мы должны вспомнить 2013 год, когда эта инициатива была в целом. Зачем ее китайцы пытались реализовать? Почему они в нее столько вложились? Если мы будем уходить в сугубо цифры, достаточно упомянуть, что в 2025 году порядка, если мне память не изменяет, около, кто-то говорит, больше 40, кто-то говорит, больше 50 миллиардов долларов было вложено. Кумулятивный эффект с точки зрения в целом с 2013 года это где-то 1,4 триллиона долларов. То есть огромные были вложения. Тем не менее, если мы будем говорить, как сейчас этот проект реализуется, он в чем-то не реализовался так, как хотели это делать китайцы. Почему? Потому что китайцы сейчас смещают акцент. У них есть свои какие-то проблемные моменты, потому что мы все понимаем, да, с точки зрения экономики Китая впереди планеты всей, но, объективно говоря, темпы экономического роста там тоже опускаются. Все ниже и ниже, темпы сдают уже. Но, тем не менее, сейчас они переориентируются на другие проекты. Это умные города, это энергетический потенциал, экологические проекты и вот дата-центры. И они осознают то, что бросаться деньгами в текущей реальности это нерационально. И в связи с этим они начинают оптимизировать свои проекты. Относительно, опять же, текущего вашего вопроса, я могу четко сказать, что он, как геополитически огромный проект, который на себя все взял, вот в этих изначальных красках он не реализовался. Но при этом он мутировал в хорошем смысле, он стал определенной проекцией экономической силы Китая и при этом позволил проецировать свою силу не только, грубо говоря, на ближайшие страны, но и в целом на весь мир. И достаточно упомянуть, что больше там 140 стран так или иначе включены в этот проект. И вокруг него происходят серьезные геополитические изменения. И даже мы будем говорить, да, вот строго, есть проект, мы его можем разложить на цифровые показатели, на какие-то логистические моменты. Нужно задать вопрос, кого он бесит, извиняюсь за выражение, кого он не устраивает.
Опять же, смотрим геополитику. Американцы. Американцы очень сильно, скажем, ревностно относятся к нему. Они вводят дополнительные проекты, которые реализуются параллельно. При этом страны и ближайшие тоже начинают ревностно смотреть. Все на тебя перетягивают. Достаточно упомянуть основные страны, которые проходят, это Центральная Азия. Ну, мы понимаем, Великий Шелковый путь, он примерно так иначе остался. Поменялись просто траектории, поменялись некоторые пути. Вот я вклинюсь короткий. Если посмотреть список стран, да, который должен был соединить, да, этот торговый путь, это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова. Даже рассматривали Украину. В какой-то момент шла речь об Коридор Украине. был хороший, да. Да, а потом отменилось. Это связано только с, давай так, нестабильной обстановкой, да, что есть там в Украине, там боевые действия, там, понятно, Молдова с ума сошла, уходит и так далее. Поэтому Китай, наверное, посмотрел, либо есть реально другой мотив, почему это менее перспективно, учитывая нестабильность, чем заниматься... Ну, опять же, я абсолютно не считаю себя китаистом, я, соответственно, туда не ухожу. Единственное, как говорю, с точки зрения геополитики. Достаточно упомянуть, что вот те страны, которые вы отметили, Центральная Азия, тот же самый Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, если посмотреть внимательно, у меня вот была статья в 2023 году, я публиковал, связанная с конкуренцией. Эти же страны между собой конкурируют, они создают друг другу препоны, потому что, вот как правильно сказал коллега по правую сторону от меня, есть вот инициатива пути, она делится на несколько проектов, на несколько путей, направлений. И, соответственно, каждая из этих стран пытается на себя перетянуть. Железная дорога, условно говоря, какие-то вопросы колеей, вопрос какие-то торговые моменты. И, соответственно, каждая из этих стран заинтересован, чтобы аккумулировать в себе большую эту протяженность, больше, поскольку это же, опять же, экономически люди умеют считать деньги. Если мы будем говорить по поводу стран, которые вовлечены, да, кризис сейчас происходит абсолютно во всех странах. Вот все, что вы сказали, вот можно под каждую страну ставить тире и говорить, что с ней происходит. Мы можем начать выбирать, с какой страны начнем, чтобы потихонечку... Украина, война, понятно. Украина, война. Туда как бы лезть, как бы смысла нет. Все политические, геополитические проекты в этой стране, если мы будем говорить не западного характера, они по большому счету, отложены на определенный период времени. Говорим время N. Потому что Украина теряет свою субъектность. Даже я ошибся, извиняюсь, коллеги, не теряет, а уже потеряла свою субъектность. И, соответственно, она уже действует не как независимый какой-то субъект международных отношений, а сугубо как определенный, просто как, слово «вассал» не любят употреблять, но как минимум отсутствие какой-то своей политической воли. Им навязывают. То есть Украины смысла нет рассматривать. Фарватер исключительно западных стран, и даже просто не западных стран, а здесь конкурируют Соединенные Штаты Америки и Европа. Я думаю, по Украине халас, мы как бы понимаем, что там смысла пока туда лезть нет. Другие страны. Казахстан, Армения какая-нибудь. Вот по поводу... Можно две страны. Можем говорить по поводу Центральной Азии. Здесь какая история происходит? Конечно, в фарватере всего центральноазиатского кипиша, если можно сказать, находится Казахстан. Одна из самых сильных экономик той области. Вокруг Казахстана собирается очень много государств такого локального масштаба, которые между собой конкурируют. Соответственно, здесь можно говорить Казахстан. Да, у Казахстана сейчас есть прекрасная политическая возможность, поскольку они выбрали идеальную стратегию — это мультивзаимодействие со всеми странами, то есть разнонаправленная политика, то есть политика в отношении всех государств. То есть это то, что завещали отцы-основатели геополитики и проведение политики не сугубо на одном векторе, а многосторонняя политика. Казахстан это четко реализует. Это та стратегия, которую государства среднего калибра выбрали. И как показали события 2022 года, именно те страны, которые начали так себя вести, они выиграли как можно больше, поскольку определенные приоритеты, определенные плюшки они получают у России с Китаем, с другой стороны, американцы и европейцы. Все эти игроки пытаются как-то бороться за эти страны. И, соответственно, Казахстан, как одна из самых передовых экономик Центральной Азии, на которую, кстати, и мы тоже ориентируемся, они получили максимальные плюшки. Вот здесь мы можем отметить по поводу Казахстана, да, политическая ситуация плюс-минус устаканилась стабильно, хотя мы должны держать в голове события, когда наша
славные бойцы миротворческий корпус ОДКБ заходил в Казахстан и устаканил всю ситуацию. Видимо, там не супер все хорошо. Но Токаев смог провести изменения конституционные, он смог пролоббировать некоторые политические решения и при этом нашел золотую середину между американцами и между Россией. И также его недавний визит в Китай, где он показал четкость, как он... Вот, не знаю, вы смотрели или нет, как представители МИД Китая отреагировали, когда он начал говорить на китайском языке. Этот человек проводит такую специфическую политику. Это как вот хитрый лис. Это ни в коем случае не является оскорблением. Это идеальная стратегия, которую в свое время говорил отец-основатель, ну вот как раз Макиавелли. Реализм. Кто-то говорит, что это иезуиты говорили, но цель оправдывает средства, раз, а во-вторых, чтобы быть, условно говоря, гибким и достигать своих целей, ты должен быть лисой, чтобы обходить капканы и, там, не знаю, львом в некоторые интерпретации, чтобы пугать своих оппонентов. У нас есть Подожди. другая аналогия, это разумный теля в двух матах сосе. Ну вот красиво, да. Приземлимся. А кто Пашинян в таких вот Честно? категориях? Честно, вот смотрите, вот когда я учился в Ульяновске, Ульяновск, всем приветствую, всех приветствую, своих земляков, Родина Ленина, песню, я думаю, вы помните, где это как раз цитата тоже есть, Родина Ленина. Скажу так, по поводу Южного Кавказа, по поводу Пашиняна. Сложно, вот если мы будем объективно рассуждать, вот как политологи или как историки, мы должны отойти от эмоционального рассмотрения вопроса, потому что это страна, которая реализует свои национальные интересы. Но давайте говорить откровенно. Каждая страна будет свои национальные интересы реализовывать. И, соответственно, так как она проводит свою политику, это отвечает интересам своего народа, что в целом сказал и наш МИД, и Владимир Владимирович Путин. Он также сказал то, что это, видимо, интересы армянского народа. Это не является дипломатической вежливостью? Мы же не Это можем не- сказать, что они Ну, упоротые, мы же не например, да. можем так сказать. Да. Но мы при этом понимаем, что, опять же, товарищ Пашинян после всех своих революционных действий, он выбрал именно такой трек. И изначально его вот эти шаги показали, что у него цель номер один. Во-первых, он как бы близок, он же проходил подготовки и в Еле, и в других европейских центрах подготовки. У него такая русофобия, она присутствует. И при этом у него основная генеральная задача — это дистанцирование от России. И сейчас, что мы видим с 2018 года, он сделал все, что в рамках этого. Так это вряд ли Поэтапно. отвечает Интересам интересам. армянского населения и Да. народа. Но вопрос, как вы предоставите эту информацию. Ну, кому мне вот говорить, вы как бы сами из Украины, мы с вами как раз тоже У вещали. нас Вы был говорите, незадолго до этого поэтапно- подкаста представитель прям Армении, Мика Бадалян, популярный и блогер, Армянский общественный блогер, да. деятель. Вот. И он сказал, что все, что делает сейчас там армянская власть, она не соответствует интересам, в частности, интеграция в Европейский Союз и такие другие моменты. Я не знаю, на момент выхода нашего подкаста уже прошли выборы или нет. 7 июня, по-моему, будет. Не, выбор. не знаем, да, результата. Вот он выйдет, скорее всего, подкаст после 7 июля. Июня. Июня. Да. Ну, посмотрим, решит армянский народ. Но вот я здесь поспорю 100%, что там каждая страна или каждое там руководство страны работает в интересах собственного народа. Тогда задам вопрос. Конечно, было бы уместно позвать сюда представителей армянского народа и спросить, а что является вашим интересом? Страна фрагментирована с точки зрения какой-то политических видений. Там, если посмотреть социологические признаки, около 39% респондентов, они не определились, на чьей они стороне. Есть вот гражданский договор того же самого Никола Ваевича Пашиняна, да, свободная Армения. Там около 19 политических партий, там все разрывается. И, соответственно, мы как бы должны задать вопрос, а что является национальными интересами армянского Ну, народа? я так скажу, я не отвечу за весь народ Армении, я не армянин, но, как мне кажется, что главной целью каждого государства является, безусловно, экономическое развитие. И просто вопрос в рынке сбыта. Вот никогда молдавское вино не вытеснит ни одно европейское в Европе, потому что французам молдавское вино не надо, как и итальянцам, а испанцам подавно они его производят слишком много. То же самое и армянский коньяк. Он никогда в жизни не завоюет рынки Франции, не знаю, там, Британии и так далее. Соответственно, экономически целесообразнее развивать отношения не в ущерб, там, условно, западным, то, что интересно, да, но, например, с Россией. Но так получается, что многие работают от обратного. Санду заблокировала там продажу сельской продукции в Россию. А сейчас там Пашинян тоже так намекнул, что Евросоюз и так далее. Там есть квоты.
Он эти квоты не обойдет. Не очень еще понятно всем, что будет экономически выгоднее, потому что есть такая штука, как медийность, как пропаганда. И если мы спросим у армян, что для вас будет круче и экономически интереснее, один пояс, один путь китайский или путь Трампа, например, который сейчас начал вот пиариться с прошлого года, и Трамп запустил эту историю, что вот будет путь Трампа вместо одного пояса, одного пути китайского. И здесь я просто в чем момент? Я вот не геополитик, не историк, не политолог. Я обыватель, вот просто с точки зрения обывателя. Сказал фразу такую, что, значит, этот один пояс, один путь, он как-то трансформировался во что-то. Да, я сказал. Да. Но об этом при этом никто не знает. Если мы смотрим медийку, просто какой-то для обывателя в медийном пространстве этот путь и пояс закрылся как проект, и у Китая что-то там не получилось. Вот так вот мыслит человек. Да, типа что-то не получилось. А с другой стороны, он смотрит Трампа, который влезает во все щели вообще, в любую дырку влезет, в любой бочке затычка. Кстати, где там его сейчас этот Совет мира скинулись уже, кто-то скинулся по миллиарду долларов, где Совет мира. Я не очень... Что с лицом? Да. С лицом? Не очень понятно, но тем не менее я уверен, что США сможет так прокачать медийную историю, что вот у нас есть путь Трампа вместо вашего китайского пути, и вы заживете охрененно, армяне дорогие, и поэтому выбирайте, значит, проамериканский путь развития какой-нибудь. Ну, смотрите, давайте я по поводу прокомментирую относительно того, что мы говорили. Опять же, вот вы сказали про экономические интересы. Но, понимаете, экономика не всегда является определяющим, поскольку люди, да, опять же, они чувствуют экономику, но при этом есть понятие борьба за умы и за смыслы. Если мы будем говорить, как бы вот я выстраивал бы свою политику, исходя из постсоветского пространства, Армения — это яркий пример. Все, опять же, все познается в сравнении. Мы должны, опять же, показать четкий пример элементарно для армян. Это не грубый пример, я просто говорю, для армянского населения, да не только для армянского, для Азербайджана, для Грузии, для других стран, что происходит со странами, которые идут в конвей или фарватере внешней политики американцев. По большому счету, они всех, извиняюсь за выражение, используют или юзают по большому счету. Вот этот момент, к чему я вводил, к тому, что у них вот эти страны, они входят просто в периферию. Это просто страны, которые как прокладки, по большому счету. Основная задача с точки зрения геополитики, вот это что? Это создать вокруг России, это там кольцо Анаконды, да, создать вокруг России определенные болевые точки. И Армения, Грузия, Азербайджан, Центральная Азия, в них не вкладываются с точки зрения, что они хотят такого же развития. Американцы, даже говорить, почему, и китайцы в целом так оно есть, они всегда рассматривали все это как периферия, как варвары. Так что мы можем как раз на это и давить. Мы должны показывать, что нет ни одного положительного, четкого, прекрасного кейса или примера, когда американцы вкладывались в какую-то страну и желали им развития. И, соответственно, это вот здесь я скажу как человек, который впитывал определенную там порцию украинской пропаганды, потому что я это прожил, и все это подтвердят. Что рассказывали на Украине? Говорят, вот посмотрите, что такое Россия. Показывают разруху, показывают там часть каких-то непризнанных стран, которые мы там признаем. При этом показывают, и в частности показывали пример, смотрите, Южная Корея, и вот вам КНДР. Вот смотрите, какая технологичная Япония, и условно в Абхазии нет своих там компьютеров, часов и так далее. При этом умалчивают, да, все то, что они делали там на Ближнем Востоке, все, что они делали в других регионах, они показывают только вот такие выборочные фрагменты, точечные фрагменты. И на этом строится пропаганда. Украина по сегодняшний день живет желанием, точнее мечтой о том, что реализует план Маршалла 2.0. Ожиданиями живут. Вот в этом и дело. И самая тонкость политики в том, что ты должен людям ненавязчиво показать, что вот вам, вы к светлой цели идите. Вот вы правильно сказали по поводу экономических измерений. Но опять же, вот давайте возьмем вот такое мое поколение, да, до 35 лет, по-моему, уже в России до 39 лет, это молодежь. Да. Вот выходит там студент Ереванского университета, Бакинского или Тбилисского университета, ему на протяжении всего периода времени взросления пичкали каким контентом? Западным контентом. У него вот это американская мечта играет со всех щелей выходит. Я хочу развития, я хочу дальше ехать. Ему везде про это тиражируют и говорят. Опять же, борьба за умы и за смыслы. Вот в чем, я считаю, мы очень сильно отстали. Я не могу использовать слово «проиграли», но мы отстаем именно в войне за смыслы. И вот они в этом и побеждают, я сказал. Они заразили все постсоветское пространство вот этой, не буду говорить чумой, вот этой идеей светлой, вот этой пресловутой американской мечтой, развитием и т.д. и т.п. Все им красиво
такое обещают. Выходит парень или там девушка неподготовленная армянского этнического происхождения, азербайджанского, грузинского. Раньше, я же сам был в Азербайджане, я видел, раньше многие изучали, делали акцент на русский язык, потому что постсоветское прошлое давало о себе, значит, советское прошлое. Сейчас мы во что приходим? То, что они многие изучают уже английский язык, там, не знаю, французский язык, и также оно есть. И когда мы им задаем вопрос, где вы будете дальше развиваться, в какое направление вы пойдете, они, процентов там 50, 60 и даже больше говорят, что мы смотрим на Запад, а что еще можно от них ожидать? Четкая работа, вы правильно сказали, пропаганда. Ты внуши им светлую идею, вот эту красивую мечту, они за этой мечтой пойдут. И дальше они даже будут период какое-то времени, не могу сказать, что чтобы там голодными находиться или какой-то тяжелой экономической ситуации, но их будет греть впереди какая-то идея. Вот именно этой идеей они всех заразили, они продали эту мысль. И вот возвращаемся к армянской истории. Да, по большому счету мы видим вот четкий показатель. 18-й год, там 17, 19, еще 17-м это имело место быть. Вот эти все революции Пашиняна, пришел он к власти. Вы вздумайтесь, в 2020 году Армения терпит поражение. Проект Нагорно-Карабахской республики, как они его называли, по-другому не буду именовать, это не совсем нормально, он перестал существовать. И ответьте мне на вопрос, другая политическая власть, она бы уже умерла бы, по большому счету. А что произошло? Давайте говорить откровенно, народ поддержал. Не в большей части своей, но они опять же делегировали ему, там, скажем, мандат его, по большому счету, пролонгировали, дали ему эту легитимность, по большому счету, и армянский народ выбрал. Сейчас определяется будущее, как минимум, можно сказать, точно Южного Кавказа, а Армения — это наш ближайший союзник. Вы когда вот недавно, был саммит, европейский саммит в Ереване, вздумайтесь, страна, член организации договора коллективной безопасности, ЕАЭС. Там наша, по-моему, 201-я военная база в Гюмри находится. Наши пограничники сидят. В Сюнике также наши погранцы сидят. И в их страну приезжают люди, которые ненавидят Россию, которые желают ей стратегического поражения. Тут как бы вопрос в следующем. Ни один из этих представителей официально у нас там не объявлен врагом на ликвидацию и так далее. Дело не в ликвидации. Это следующий момент. Это раз. Во-вторых, тут тоже многие могут написать по поводу АДКБ, да, что там достаточно, у нас размытое тоже понимание. Это такая же манипуляция, как и с 5-й статьей коллективного договора НАТО, что все думают, что если там завтра условно какой-то дрон упадет там в Польше, сразу начнется масштабная война. Такого не будет. Более того, там в последнее время скорректировали формулировки, что там обязуемся собраться, обсудить и принять определенные это у них так это прописано. То же самое в АДКБ. То есть там, когда вот с нами Мика общался, что некоторые обижены, что там чуть ли не мы виноваты в этом, да. Хотя если открыть, то как раз их конфликт территориальный с Азербайджаном, он вообще не вписывается ни в одну статью ОДКБ. Поэтому здесь, то, что туда приезжают лидеры, это на усмотрение самого Пашиняна. Тогда вопрос другой, почему это не сделано. Это было сказано сначала фраза «наш ближайший союзник». Тогда вопрос, а точно ли тогда союзник? Смотрите, есть такой вопрос, задают, опять же, по поводу влияния России на постсоветском пространстве. И некоторые ставят такой вопрос, мои студенты говорили, Россия потеряла постсоветское пространство или нет, с точки зрения позиций. Начнем с того, что употреблять в политике слово «потеряли» — это однозначный ответ, что является не совсем корректным. В чем-то на данный момент ослабли наши позиции. И даже если мы будем говорить, опять же, вы можете меня закидать камнями или чем-то еще, надеюсь, это ограничится только камнями или плохими комментариями. Да. Лучше комментариями внизу. Даже элементарно кейс и пример с Украиной. Я считаю, что такой тезис о том, что мы навсегда потеряли эту страну, это бред. Это глупость. И это же можно применить и ко всем странам постсоветского пространства. Кто будет возражать, вы можете вспомнить историю взаимодействия Франции и Германии, как они исторически друг друга резали. Те же самые французы и англичане. Сейчас они, не буду использовать слово «в десны целуются», но как минимум находят общий язык. Соответственно, так или иначе, все эти катаклизмы, они преодолеваются. По поводу, опять же, говорить ситуации вокруг Армении, потеряли ли мы или нет, ближайший ли наш союзник или нет. С точки зрения геополитики, с точки зрения наших определенных активов, Армения для нас была, слово «форпост» — это не негативная коннотация, но мы вкладывали в это государство очень важное не только экономическое, но и сакральное, символическое значение. Во-первых, это
те же самые христиане, которые близки к нам, да, они не так близки с точки зрения христианства, как грузины, потому что грузины — это православные, они наиболее близкие, по большому счету. Но при этом рассматривать треугольники, там находится Турецкая республика, находится Иран, и исторически так сложилось, что мы всегда держали там определенный военный контингент. Для нас это было опорой, для нас это было защитой. Сейчас, по большому счету, мы что видим? Да, вы не зря упомянули ситуацию вокруг ОДКБ. Де-факто Армения отошла оттуда, де-юре пока нет, ожидаются ответа. Но вопрос в том, что смогут ли они пройти, или пройден ли тот Рубикон, когда Армения полноценно уйдет от России? На мой взгляд, учитывая нынешнюю политическую программу, учитывая нынешние политические шаги не только Армении, а Армения ориентируется и на Азербайджан, и на Грузию, и на Казахстан, и на Узбекистан. И на все эти страны он тоже смотрит, Армения. Там же не тоже дураки сидят. Они понимают, что самый идеальный сценарий — это выбрать политику, связанную не национальную, а как не мультикалтер, а в разные стороны направленная, разносторонняя политика. И как раз они это и будут делать. Они не будут полностью уходить от России. Политика двух стульев. Ну, политика двух стульев, многосторонняя дипломатия, такая не именуется. Ну да. Это же, по большому счету, является идеальным решением политическим любого уравнения. Азербайджан это показал. Я вот всегда своим студентам говорю, Южный Кавказ, это я в своей диссертации писал, треугольник. Это Турецкая республика, Российская Федерация, Иран, исторические империи, которые всегда воевали между собой, конкурировали. Азербайджан выбрал ту стратегию, которая позволяет балансировать между этими тремя сторонами и углами. И Армения видит то, что происходит. Они будут по этому сценарию. Они не уйдут полностью в одну сторону. Почему? Потому что, давайте говорить откровенно, Азербайджан, да, сказал, что мы в целом плюс-минус переговорили, договорились, но у президента Азербайджана были высказывания относительно Западной Армении, Сюник, про Зангизур. Это, опять же, я понимаю, зачем я это сказал, это символизм, это не просто так было сказано. Это определенные внутренние политические игры проходят, но при этом вот этот трек, вот эту мысль Армения они тоже не забывают, они тоже про это помнят, то, что, возможно, впереди тот сценарий, когда какие-то, опять же, сложности будут всплывать наверх, и тогда им нужен будет реальный союзник, реальная страна, которая им поможет. Опять же, не зря я в начале, возвращаясь к тому, что я говорил, все поддается в сравнениях. Грузия в 2008 году, что она сделала? Она решила показать свои мускулы, пошла на Южную Осетию, Абхазию, заявила о своих каких-то интересах, и при этом на кого они рассчитывали? На американцев. Что американцы придут. И они, по большому счету, можем выразить, что просрали или нет, или слишком грубо здесь. Нормально можно. Вот они просрали, я бы другое слово использовал бы. И это, опять же, это четкий пример для всех абсолютно стран на постсоветских пространствах, что за них никто не будет топить до конца, так как это делает исторически Россия. Мы очень много говорим о историческом контексте, исторические там события, цикличность и так далее. У нас подкаст там в первую очередь как раз про историю. Но без глубокой исторической перспективы, поскольку лучше ЭМО рассматривать. Да, но такой тоже момент. Мы всегда, вот сейчас, когда обсуждаем взаимоотношения со странами, смотрим это с позиции, у нас же общая история, общие там корни и так далее. Но тот же пример, который был недавно, да, взаимоотношения Франции, Германии и Британии. То есть раньше они воевали, сейчас они союзники. Что мешает, по сути, сделать так, а над этим и работают, переписывая там определенные наши общие достижения, взаимоотношения, что это раньше вы там как-то союзничали, а на самом деле вы там исторические враги и неприятели и так далее. Возможно, тот сценарий, когда, учитывая, какой ресурс тратят на переписывание истории, на информационные кампании, на подмену понятий, что весь этот контекст, что Армения там фортпост, что изначально там у нас со всеми республиками отличные отношения были, исказят так, что это будет, по сути, не наши союзники, а наши прям оппоненты, то кольцо и так далее. Смотрите, а вот то, что вы вначале упомянули по поводу нашего советского наследия. Честно, нужно уважать, чтить и всю жизнь помнить про это наследие. Но большая наша ошибка в том, что мы пытаемся на старых дрожжах выйти. Это является не совсем корректной стратегией, поскольку идет обновление поколений, и давайте опять же смотреть, грубо говоря, фактам в глаза и в лицо, смотрите, в зависимости, кому как приятно. Современное поколение, оно оторвано от некоторых тех исторических событий, которые происходили. 9 мая — это четкий пример. С каждым годом и студенты как-то к этому более холодно относятся. Мы в России иногда это даже замечаем, хотя мы ведем плотную работу. В других странах вообще полный швах происходит. И, соответственно, выезжать
долго на том, что мы когда-то были 15 союзных республик вместе под одним крылом, вместе жили, это, на мой взгляд, не является панацеей. Это наша стратегия, которая мы ее в определенный период времени использовали, мы можем на этом базировать определенный фундамент, основу, но при этом для нас является преступлением, если мы этим только ограничиваемся. А мы по факту, если посмотрим то, что происходит вокруг Россотрудничества, при всем моем уважении, да, это правильно, как бы в рамках реализации мягкой силы, все круто, но как будто бы не совсем дорабатывает, поскольку современные технологии, современные медиатехнологии, современное мышление людей изменилось, поколение меняется. Их этими старыми какими-то событиями, безусловно, сакральными, важными для нас, для других стран мы этим уже не зацепим, их не удержим. Американцы, я же не зря говорю. Вот опять же, Китай и Россия, мы говорили про инициативу, да, пути. Китай и Россия, они за что всегда выступали? Вот наши как политика проводились. Это материальная история. Это вот, грубо говоря, фактор того, что мы везде строим инфраструктуру, строим, грубо говоря, деньги вливаем, инвестиции, просто жесткой, просто hard soft, прям просто hard power, по большому счету. Вкладываем. То, что можно посчитать, материальное. А что делают наши оппоненты? Стратегические союзы, они нормативно используют историю. Они что делают? Они обещают какие-то эфемерные они вещи. Эфемерные, но эти эфемерные идеи, права человека, развитие, мечта. Они экономику тоже обещают. Мы говорим, мы откроем вам рынки, да. Хотя не открывают. Как они это делают? Они говорят по-другому. Есть различные некоммерческие организации. Вот вам грант, в рамках этого гранта развивайтесь. Но мы будем вам, извиняюсь за выражение, в уши ссать. Вы будете этим питаться, вы можете там, не знаю, вот вам русские китайцы приехали, все построили, все круто, у вас там дорога появилась, круто, респект. 5 лет, 10 лет дорогу мы чувствуем. Через 15 лет вот этот парень или девушка на эту дорогу даже не вспомнит, кто это сделали. А американцы что делают? Они дают мысль, они создают смысл, они отбирают смысл этого человека, и все. Это так, как говорили великие умы своего времени, политики, стратеги, историки. Дай мне 10 лет работать со своей молодежью, я сделаю ее к себе близкой. Я изменю все, что у вас есть, всю вашу историю могу переписать. И сейчас это так оно и есть. Русские с китайцами, Африка, Центральная Азия, ресурсы, инфраструктура. А что дальше? Опять же, есть положительные примеры. Со стороны кажется, что как будто бы они правильно это делают, и человек должен чувствовать, мыслить вокруг своего холодильника, да, что вот экономически все хорошо, значит, все хорошо. С той же Украиной пример, да, когда нам обещали всякие квоты, всякие открытые рынки, точнее, нам обещали обещали открытые рынки, а получились квоты, которые там исчерпываются даже не в течение года, а в течение первых 2 недель, 3 недель. Эти квоты все заканчиваются, европейские. Но при этом как будто бы американцы в этом плане побеждают, да? Хотя с логической точки зрения кажется, что Россия и Китай делают все правильно. Джозеф Най — это как раз один из отцов-основателей мягкой силы. В свое время как раз и говорил, даже когда его спрашивали относительно Советского Союза, России и Китая, в чем, условно говоря, мы проседаем. И даже если открыть рейтинг по поводу стран, связанных с мягкой силой, там Россия 50 какая-то, по-моему, страна, Китай, по-моему, 14, но я могу ошибиться, посмотрите факты. И везде все говорят, потенциал нашей мягкой силы велик, он огромен. Мы его реализуем где-то на 45-50%. Но чем он ограничен? Он ограничен, во-первых, ресурсами. Опять же, нам сложно соревноваться ресурсами с Китаем, со своими там институтами конфуцианства или другими проектами, или там с американцами, с их политикой вестернизации и заражением всех своими мыслями и идеями. Но, опять же, примеры вот тех стран, которые мы с вами упомянули, Украина, Молдавия, Грузия, в чем-то даже Азербайджан, Армения, Грузия, все эти страны, опять же, показывают то, что народу продали эту идею, эту мысль, и за этой мыслью они идут и бегут. Но есть критики, вот в рамках, вот вы могли мне тоже оппонировать, критиковать. Вот Джозеф Най, у него был Мершаймер, по-моему, критик, и другие реалисты говорили, что мягкая сила не является панацеей, не является, грубо говоря, решением всех проблем, потому что у мягкой силы всегда расчет не на краткосрочные, а на среднесрочные и долгосрочные горизонты и перспективы. Они так и работают. Но, опять же, вы можете вкладывать огромные деньги в какие-то проекты, привлекать там студентов, кого угодно, но один ваш косяк, там, неловкое слово, там, политика,
все обнуляется. Но при этом, когда у вас там 20, 30, 40 таких направлений, 20-30 этих проектов работают постоянно, вы в любом случае притягиваете их к себе. И вот, я, поскольку сам имею плотное отношение к Российскому университету дружбы народов, это яркий пример того, как Советы в свое время круто работали над мягкой силой. Да, они тоже зависли на том, что они думали, что всю жизнь будет эта идеология проходить, они не стали ее модернизировать. Но это тема для другого подкаста. Вот, Советский Союз. И именно РУДН — это показатель того, как работает университет дружбы народов в направлении студентов. У нас огромное, у нас более 50% иностранцы, 50% плюс. И обратите внимание, как я всегда говорю своим студентам, по социальной психологии, по международным отношениям, вот мы же все до 39 лет, да, на данный момент. Самые такие активные, яркие события нашей жизни — это школьные года, а еще дальше студенческие года. И студент, когда приезжает в страну, по обмену, по туристической программе, Work and Travel круто работал. Вы можете опять же в чатах писать, что он там продался. Work and Travel — это крутая была программа. Или там, не знаю, китайские программы по обмену. Корейские, турецкие в этом плане сейчас очень сильно развиваются. Я ездил по китайской программе, да? Как раз-таки в Китае, на год, выигрывал грант, нет, на 4 года даже. Вот даже. Да. И там были сумасшедшие какие-то прекрасные условия, то есть там стипендия была $500, с которой ты половину мог бесплатное обучение, бесплатное проживание. Льготное питание. Да, то есть студенты в то время в Китае, то есть мы учились, и мы могли даже отложить деньги и путешествовать. Вот именно. Путешествовать. И при этом ты как будто бы все 4 года, когда ты учишься, ты задаешь себе вопрос. Так, за что мне это? Да, за что мне это? Я что-то должен... Я должен стать... Я должен вернуть кому-то? Я должен стать, типа, китайским шпионом Где каким-нибудь? Типа, я должен стать китайским шпионом? Типа, вот я получил столько вот благ, да, за все нужно платить. Да? Я должен вернуться на Украину или в Россию и там продвигать какие-то китайские ценности или китайские, значит, нарративы. Подожди, это та причина, почему ты меня постоянно зовешь в китайский ресторан? Как минимум я хожу... Амбассадор. Как минимум я хожу в китайский ресторан Чайные постоянно дома. И всех тащу. То есть вот так вот работает мягкая сила. По факту так оно есть. Вы, когда студент приезжает в свою страну, не факт, что он должен будет кому-то вернуть чек какой-то. Он будет этот период времени вспоминать, как же было красиво. Он не смотрит на то, что это было в другой стране. Это, опять же, та история с нашими старшим поколением, которые ностальгируют по советскому прошлому. Они не ностальгируют не только по советскому прошлому, они ностальгируют по своей молодости. И эта же молодость, она у всех и держится в голове. Но не только. Многие ощущают, что это была сила. Сила, да, но я говорю про другое. С точки зрения молодости. Каждый из нас молодой в определенный период времени. Года идут, мы стареем, все меняется. И опять же, возвращается человек в свою страну, все, он плюс-минус из 100%, процентов 10 он только будет как негативно реагировать. В целом, я не могу сказать, что он готовый агент влияния, но с нейтрального на положительный или более положительный мы его сместили. Сейчас какая стратегия, да? Почему американцы задаривают всех этими проектами? Турки задаривают этими проектами, грантами. Потому что 10-12 лет это выпуск чисто студента. Бакалавр, магистратура, аспирантура и дальше. Из, скажем, 500 или там 600 студентов, 700 студентов, процентов 20 реализуются как будущие политики, будущие, там, не знаю, лидеры общественного мнения. Они будут тяготеть к той стране, которая, вот как вы сказали, 4 года вы там жили вместе с ними, у вас там друзья, теплые воспоминания. И это есть. И при этом, и даже вот как раз американцы же не стоят на месте. Они назвали политику там мягкая сила, да, но они ее еще изменили на умная сила. Smart power — это комбинация того, как они все используют. Культуру, кинематограф, музыку, какие-то свои ништяки, приколы, тренды. 6-7. Опять же, не поняли? 6-7, да, мем, да, конечно, мы в тренде. В тренде. Да. 6-7, даже Папа Римский 6-7 сказал. Я не знаю, что это такое. Вот именно. У нас уже обсуждают, надо запрещать или нет. Да. Я может тогда придумать что-то свое отечественное. 8-9, да? И вот, соответственно, все эти тренды, они просто вовлекают человека. И в перспективе, когда мы вот видим, что там поколение, грубо, одно поколение, второе поколение, они более тяготеют к этой стране, их мозги сложно будет дальше промыть. Вы их можете деньгами там после какого-то периода времени задаривать, но они все равно будут душой в ту сторону идти. Вот почему американцы как раз делают на это акцент. Опять же, возникает вопрос, когда все хорошо, все прекрасно, та же самая Ливия, да, Джамахирия. Опять же, там много было своих проблем, и Муаммар Каддафи в последний период времени жестил, но в целом
тот уровень жизни, который был у людей в тот период времени, он сейчас не соответствует. Не, люди никогда не ценят текущее. И вот я Это к чему факт. говорю, потому что все вроде хорошо и приятно, как вот вы говорите, экономика, все нормально, приятно, круто, но им закинули вот эту чуму, им вложили, что Очень дальше. интересная мысль вот про вот это, что прямо меня аж озарило, что, значит, страна забирает тебя в твои самые сильные годы. Приглашает, да. Да. И ты, значит, у тебя по-любому теплые воспоминания, потому что, Попадаешь в это. скорее всего, то есть есть, понятно, критические, у тебя не понравились китайцы, не понравились американцы, но это какой-то небольшой процент, да, там 10%. А остальные, то есть, вспоминают свои сильные теплые годы, времена офигенно, и, значит, эту страну всячески восславляют, хотят вернуться в нее, хотят с ней бизнес, может, какой-то делать, потому что язык выучили, да. И как в России вот с этим интересно? У нас в России тоже есть, опять же, мы как бы, понимаете, опять же, у нас Просто есть... я еще хочу вот одна мысль, я просто и в российской программе участвовал. Программа переселения соотечественников называется. Репатриация? Программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Вот так вот Да. она называется. Прикол в том, что это охренительная программа. Но мало кто о ней знает. То есть я о ней узнал совершенно случайно, но то есть там для украинцев предоставляли гражданство еще до 22 года, это было году в 19-м, за год. За год ты полностью получал российский паспорт. Ускоренный, да. Да, при этом тебе дают подъемные деньги, просто налик. Тебе дают бесплатно растаможить машину, если у тебя есть. Тебе дают возможность перевести свою квартиру, все свои вещи, чемоданы, шкафы, кровати закинуть в вагон поезда и перевести в Россию. Тоже бесплатно. То есть не нужно сдавать никаких тестов и так далее. Просто если ты, значит, тебе нужно позвонить, сказать, ребят, я русский, я говорю по-русски, я читаю по-русски, я чувствую себя русским. Песню шамана тогда еще, Да. тогда еще не было. Это да, все условия. То есть тебе не нужно никаких заполнять там, доказывать там свою русскость, да? Ты просто говоришь, чуваки, я русский, я себя ощущаю русским. Идентифицирую Да, себя как русский. Да, считаю все, себя ты русским. наш, мы тебе даем денег, приезжай. Программа обалденная, я ее прошел, вот за год все получил, все мне выплатили, все супер. Но при этом как будто бы об этой программе очень сложно достаточно узнать, и если бы про нее знало больше людей, и она как-то круто пиарилась, то, возможно, было таких соотечественников, приехавших, было бы намного больше. Я извиняюсь, что я вклинюсь, но вот буквально там полчаса назад я сказал, что разумный теля в двух матах с эссе. Вот именно Китай и Россия. Человек, который там... Я после того, как Китай, Оба, Китай 4 года, Россия. Так и было. Я после того, как завершился китайский грант, Все, уже все, мне нет, я искал другие гранты. У кого... Окей, Google, у кого я вообще есть посмотрел, гроши? что есть российская какая-то движуха. И Вот так ты за идею. Да, ну смотри, я вот продвигаю, значит, какие-то российские Сейчас ценности. завтра американцы говорят, новый грант есть, Новый покажи грант. американских Нет, ценностей. американцы меня не Подъемный еще больше. Если у нет, тебя американский доллар меня не привлекает. Вот. Грязность, да, бумажки да. Я зеленые. правильно сказал, американский доллар по такому курсу. Да, юань и рубль вот меня привлекают больше. Но в чем прикол? То есть мне показалось, что здесь фишка только в пиаре. Если бы распиарить вот так вот эту историю, программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, причем меня даже в ковид пустили, хотя закрыты были границы. Я просто приехал, говорю, чуваки, вот у меня книжка зеленая, что я участвую в программе, мне нужно проехать, потому что я русский, я назад не хочу. И они такие, окей, приезжай. Вот смотрите, если опять же вернемся к отцу-основателю «Мягкой силы», он как раз и писал, да, вы можете создавать сколько угодно крутых проектов, но если ваша страна, она не органично проводит эту политику, то есть она не завлекает себя какими-то такими приятными моментами, да, а у нас есть эти приятные моменты, мы просто не всегда на них акцентируем внимание. Русская культура, балет, искусство, там, не знаю, спорт, наши спортсмены очень крутые, медицина, все что угодно. Вот если внутри таких сигналов нет, этих якорей, вы не сможете проецировать свою мягкую силу, хоть сколько угодно денег вливай. Американцы как раз так и делают, они создали определенные точки, да, опоры, там, не знаю, Голливуд тот же самый, и вот на Голливуд смотрят пепси-кола, которая на столе лежит, у всех это ассоциируется, что это что? Америка, там вкусная точка. Или Кока-Колу Трамп пиарит. Да, и опять же говорю, мы опять же можем заметить то, что в стране должны быть еще такие символизм какой-то, какие-то внутренние какие-то акценты, направления, которые она, ну, не могу сказать, что продает, а показывает, демонстрирует всему миру. Если страна без ничего, она не сможет вовлекать, сколько бы в то деньги не вкладывали. Или нужно искусственно создавать. По поводу пиар-агента. Да, пиар-агент имеет важное значение. У вас может быть очень крутой продукт, но вы, если его не будете круто продавать, то вы, извиняюсь за выражение, облажаетесь. Это такая же история, да простят меня все общественно-политические деятели, вы можете провести суперфорум, крутой форум, но без фотографий, без информационного сопровождения, выхлоп будет, ну, не нулевой, КПТ будет так очень низкое. Сейчас будет сложный вопрос. А это год где-то 2003 в России уже проживал?
Кто? Ну, ты в России прожил? Я в 97 году родился в России, Ну да, и это хорошо. моя родина. Я знаю одно. Вот я просто сейчас у меня от Кока-Колы, знаешь, родилась мысль. Я просто помню, что вся Россия фанатела от живчика украинского. Там какие-то туры были на Украину, да, мягкая сила, то есть как Кока-Кола на столе, так живчик это просто с ума все По сходили. крайней мере, мы так думали, живя на Украине. Да? Да. Был ли культ живчика Честно, в России? не Мягкая знаю, сила. первый раз в жизни слышу про это. Паша, ну тебя обманули твои собратья украинцы. Я И честно... приезжали, реально, я смотрю, думаю, почему живчик исчез с пола. Приезжали реально с России по всей Украине, выгребали живчик и уезжали. Это яблоко и хиноцея. Потому что я никогда к этому напитку серьезно не Мне относился. 5 лет было, я понятия не имею. Тут Ну, перед с этим- Если высоких- с кто-то высоких- после живчика захотел Напишите, уехать на пожалуйста, Украину, пишите в комментариях в напишите. С высоких материй про Живчик. мягкую силу Да, перешел на- перейдите, напишите в комментариях, кто понял прикол живчика. Я, честно, зумер, при всем уважении к вам не имею отношения. Сорян, гайс. 6-7. Ладно, едем. Едем дальше. Опять же, пиар-агент, Да. как он должен красиво работать и продавать свой продукт. Мы, опять же, как будто бы к этому относимся. Но это вот, опять же, это типа есть. Куда они денутся? Вот самая большая наша ошибка. Мы не модернизируемся. Наша мягкая сила, она зависла. Как я сказал, дрожжи. Это советское прошлое. А куда? Вот это самое, на мой взгляд, тупое, примитивное высказывание. А куда они денутся? Они всегда будут около нас где-то находиться. Вот эти постсоветские пространства, это орбиты, они всегда около нас, они на нас завязаны. Ничего подобного. Цикл, все меняется. И сейчас мы видим, откроем, давайте постсоветское пространство, как были, дайте вопросы, каждую страну на Южном Кавказе, каждую страну на там постсоветском пространстве. Про Прибалтов вообще говорить не хочу, хотя это вообще неблагодарные люди в советское время, в них столько всех вкладывали. Мы как раз только говорили тоже про это. И что мы видим? Что по большому счету позиции, они ослабли везде, потому что мы не можем выходить не только исключительно на старом прошлом. Надо модернизироваться, нужно идти в тренде. Вот эти все приколы, которые вот китайцы тоже мутили, да, элементарно своим ТикТоком. Не, сейчас тогда вопрос. Мгм. ТикТоке, да. Мы не берем живчик, хорошо. Сложный вопрос. Давайте про Если TikTok. мы больше не можем завлечь общей историей, мы не можем все эти страны вокруг нас завлечь историей там, Российской империи, величием Российской империи, если мы уже очень тяжело боремся И за, даже живчик не помог. за советское наследие и так далее, у нас, да, есть столпопоры, там, Великая Отечественная война, это защита нашей истории, потому что без этого и мы развалимся. Но вот если мы не можем цеплять на нашем историческом прошлом, то что нам тогда делать? Мы не можем исключительно цеплять на нашем историческом прошлом. Это фундамент, как я сказал. Но он должен быть... Ну, это фундамент, да. Да, он Без чего модернизируется. мы сами развалимся. Опять же, смотрите, почему вот, условно говоря, те же западные страны впереди планеты всей. Во-первых, как у нас происходит? Мы с точки зрения государства внедряем или подталкиваем какие-то культурные проекты, какие-то, грубо говоря, все эти чудеса кинематографа, хотя, опять же, современный российский кинематограф, там тоже есть свои проблемы, но не суть. О том, что мы как будто с точки зрения государства это говорим, госзаказ, и все идет. А в западных странах, там, не знаю, в Центральной Азии, говорю, в направлении Юго-Восточной Азии, Южный Китай, Южная Корея, есть инициативы просто простых людей, которые организовались. Любая их какая-то культурная программа, культурное какое-то движение, там, не знаю, все что угодно, именно от народа она снутри идет. Не тому, что мы там заказали фильм крутой снять с максимальным там бюджетом, а просто люди образовались, какие-то там свои движухи создали, и программа дальше пошла, она заражает всех. В этом и прикол, что мы какую-то, условно говоря, культурную свободу, опять же, в рамках, опять же, из понятий мы говорили, свобода и воля, в рамках каких-то логических и адекватных границах мы должны дать, поскольку тот же самый русский народ, это народ, который, это такой предприимчивый народ, честно, это очень сложно найти таких же людей. Они из всего что-то придумают. И культурные программы, и материальные вещи. Это можно создать. Просто нужно определенную, условно говоря, дать, ну, не могу сказать релаксацию, а какие-то свободу в некоторых действиях с точки зрения культурных проектов. Там, не знаю, опять же, мы говорим про адекватные проекты, не с точки зрения уголовного кодекса, а немного туда развития. И вот эти, грубо говоря, зачатки, они будут сами всходить. Сейчас вот сказать рецепт счастья, что мы можем сделать, опять же, вкладывать, условно говоря, условно говоря, да, в университеты. Мы в университеты вкладываем деньги, но мы должны еще больше студентов набирать, огромное количество, давать крутые проекты, крутые гранты. И кто-то может меня поругать, но был такой момент, англоязычные программы.
англоязычные программы являются универсальными программами. Не все в мире знают русский язык, и больше людей владеют тем же самым английским языком. Можно сделать больше англоязычных программ в центрах, в вузах российских, но они поступают с англоязычной программы и с интенсивным обучением русского языка. А мы сразу говорим, вот тебе русский язык, иди сразу его учи. Да, это правильно. Русский язык иностранцу выучить на самом деле практически невозможно досконально. Он настолько сложный, что, мне кажется... Сложнее, чем китайский. Но с точки зрения грамматики, да, один из самых сложных языков, но с точки спикинга, говорения, это очень легкий язык, очень легкий. И вот, создаем эти программы, вот это один просто пример, я даже многие не буду говорить, один пример, когда мы создаем программу, все люди приезжают, учатся, и дальше мы идем. Помимо этого, тот же самый Burning Man, да, по-моему, называется. У нас есть чем-нибудь такое же? Есть парочку проектов, но они, опять же, не такие афишированные, их не продвигаются. Да. Вот мне понравилось, как на Масленицу жгли всякие чучела, очень масштабно, огромные чучела Подмосковья, выстраивали всякие дома, какие-то еще там женщин и так далее, ну, не в прямом смысле, вот, и жгли, значит, это выглядело очень колоритно, очень эффектно, масштабно, там, к сожалению, какие-то запретили, но какие-то еще прям рабочие штуки, я подумал, блин, ну, чем не Burning Man, только надо чуть-чуть пропиарить. Да, на Burning Man все покупают огромные деньги, едут. Причем я, если честно, извини, что перебью, это нормально в нашем подкасте. Да, я не буду извиняться, в нашем подкасте это нормально, ну, это базовый минимум. Приветствуется. Не перебивай меня, пока я перебиваю. Не перебивай, пока я перебиваю. Это приветствуется, да. Но Burning Man для меня, ну, выглядит как бы со стороны странновато. Типа, их эстетика мне, наверное, не очень близка. Я понимаю, в чем там как бы фишка, да, там голым побегать. Приколы свои, да. Свободные штуки, да. Но вот чисто эстетически, как будто Масленица меня привлекает больше. Сжечь что-то такое огромное, здоровое в компании тоже колоритных людей. Они голые или не голые? Они не голые. Может быть, в этом фишка. Но опять же, это один из тех продуктов, которые мы можем транслировать. Опять же, вот как работает пиар-менеджер, пиар-агент. Это вот я никогда не забуду этот прикол, который был с точки зрения Байрактаров, которые в свое время были пропиарены. По большому счету, есть и другие проекты, беспилотники, которые в тот момент времени, вот в 20-х, 19 18 году были тоже крутые. Но турки, они настолько круто провели эту рекламную кампанию, что там больше 30-40 стран заинтересовалось, и они начали всем распродавать. Это пример эффективного использования, да. У меня еще как на лекции. Ой, ничего себе. В какой момент это началось? Когда... Я как на лекции, да. Вопрос еще такой. Я так понял, что смена поколений влияет на всю эту историю, и то есть мы должны просто тоже менять как-то тактику под новых людей. Вот, допустим, как ты сказал, что там у нас общая история, там победа, мы как бы на это повелись, скажем так, да, и нас это привлекает. В России русская культура, общая история, традиции. Мы с тобой... Ну, ты миллениал точно. Я на границе с зумерами. Современные зумеры тоже затронули тему ТикТока. Наверное, как-то тоже нужно продвигать всю эту мягкую историю, мягкую силу с помощью соцсетей, с помощью тех же мемов, да, Six Seven, это же тоже... Прикол. Да. Завирусился да. прикол. В это тоже надо вкладывать. Безусловно. Опять же, вот посмотрим с точки зрения зумеров нашей политической программы, да, нашей политической повестки в России. Какие партии взяли на вооружение вот эти все новые технологии? Это кто? Опять же, новые люди. Новые люди. Зачем мы далеко ходим? Но при этом не так очевидно, но они первые всплывают в голове. Но, допустим, очень очевидно, это на Украине пример Зеленского. Нет, я сейчас буду защищать и другие партии. Нет, мы не оспариваем это. Я к тому, что лучше иногда не брать на вооружение, если ты, в принципе, кроме кринжа ничего не можешь создать. Сейчас в запрещенных сетях есть псевдоистория там, про Советский Союз, где есть популярный мем, там, Черемша. Это такое животное, полутигр, полузаяц. Ну, короче, это бред. И есть партия «Справедливая Россия», которая такие, о, это тренд у молодежи. Ехала. И они нарядили какого-то агитатора в костюм черемши, и он пошел общаться. И это, мне кажется, просто убивает психику. То есть в том плане, что не все надо какие-то мемы перенимать. Ну, это индивидуальный момент, это исключение. В целом, опять же, если вы зайдете в Запрещенограмм, и там же есть аудиотреки, которые в тренде. Это и Запрещенограмм, и ТикТок, и другие социальные сети.
вот те же самые новые люди, они каждый какую-то свою политическую прикол, условно говоря, или повестку, все что угодно, через накладывает вот на это аудио, он попадает, хочет, не хочет, в тренд. Мы, опять же, работа с поколением 40+, она и так Нет, это же ведется. не от партии. Почему? Потому что это, наверное, зависит от тех пиарщиков, которые... Как часто вы видели, когда от «Единой России» такие ролики? Честно, я больше на новых людей натыкаюсь, Я видел... чем на потому что они пытаются зацепить аудиторию, но, например, ЛДПР, они используют там ИИшку, и мне кажется, они ушли в это раньше, чем это вообще стало распространяться, когда были там прогнозы Жириновского через ИИ и так далее. Жириновский ИИ был отдельный такой. Да, проекция такая. Да, вот у меня как раз товарищ Александр Устинов, ему тоже привет передаем уже второй раз в течение этой недели. Вот, это четкий пример того, за Причнограмме выложил Reels, где он напротив Госдумы, вот этот Birds, который вот это бегает, и так прыгает, вот нужно вот эти обходить столбики. И новые люди очень сильно помогают за это. Они как бы отплачивают и монеты, и продвигают вот это все. Это просто технология. И вот это смотрите, гречка это от гречки политические ничем не технологии. отличается. Вопрос другой. Вот мы сказали, да, я лично говорю, я хоть и сам член партии «Единая Россия», но я откровенно рассуждаю, я в запрещенограмме или ВК больше наткнулся на контент новых людей. А мы вот видим, это локально, да, если мы сделаем шаг наверх, переступим на выше, с точки зрения государств. Вот с точки зрения государств, какие страны очень круто себя это продвигают, продают вот это все. И здесь мы как будто не всегда используем здесь эти вопрос в другом. истории. Надо ли нам это здесь или нет? Вопрос в другом, потому что молодежь на выборы ходит меньше, как показывает практика, и люди, которые там топят, условно, большие бюджеты исключительно в соцсетях, имеют там охваты больше, а потом, когда приходят результаты выборов, то, соответственно, там удивляются. Это тоже такая технология. Мы сейчас не об этом, а вот больше про завлечение и про наши отношения. Раньше мы всегда ориентировались на Запад. Вот по трендам, по всем вещам нам казалась западная культура модная, джинсы, жвачка, пепси-кола, MTV и все остальное. Сейчас, и мы с этого начали наш подкаст, очень много внимания акцентируется там на Азии. И некоторые даже начали говорить о том, что мы развернулись и идем в Азию. Поворот на восток, да. При этом у нас огромное количество стало появляться своих каких-то крутых штук, которые вообще не ориентируются ни на Азию, ни на Запад, там, фестивали, там, Масленица. Я забыл, где это, с огурцами фестиваль это был в крутой. Суздале огуречный фестиваль. Это вообще какой-то... дракон, который огнедышащий. Это разрыв. Так вот, это супер у огуречный меня такой фестиваль. вопрос, да, под занавес нашей, это чтобы логику какую-то выстроить. Мы все-таки спустя там, уже, последний там, десяток лет, мы на кого ориентируемся глобально? Мы западная часть цивилизации, мы уже ушли на восток, либо мы у себя настолько самодостаточны, что готовы от этой самодостаточности как раз прийти к тому, что не на старых дрожжах выезжать, а чтобы все сидели вот так на постсоветском пространстве, ни хрена себе огуречный фестиваль. Я хочу туда. Прежде всего, мы должны понять то, что некоторые воспринимают Евразию как постсоветское прошлое, просто постсоветское пространство. Это является критической ошибкой. Это не постсоветское пространство и не ограничивается странами, вот это 15 этими республиками. И Россия — это страна уникальной цивилизации. Для нас не может быть выбора одного направления, или Восток, или Запад. Это страна, которая в себя исторически аккумулировала. Есть очень интересные евразийцы, которые как раз и писали про то, что рассматривали, что такое Россия, да? Это степь, это лес. Вот эта степь, условно говоря, вот эта тюркская, которая история тоже приходила, да, вот эти кочевники, вот это все. И это степь. Сила степи и сила леса. Это эликсир. И, соответственно, это идентичность непосредственно русская, именно российская. И, соответственно, я уверен даже в том, что когда все рано или поздно кончается, и все конфликты рано или поздно завершаются, какой-то период времени наступит, когда в любом случае народ пойдет в сторону Запада опять, поскольку Россия всегда жила и тяготела, это воспринимала себя как западная цивилизация. И даже если вы откроете книгу Бжезинского, он всегда говорил, да, что нужно сделать? Отторгнуть Украину от России, и тогда Россия уйдет к этим варварам, условно говоря, на восток повернет. И при этом Россия — это страна, которая не будет идти, грубо говоря, в одну сторону полноценно. Эта страна аккумулирует в себя, условно говоря, определенные
плюсы, даже минусы и Запада, и Востока, и формируют свою идентичность. И при этом мы не должны подстраиваться или быть ведомыми, мы должны создавать архитектуру на евразийском пространстве, предоставляя свои какие-то альтернативы. У нас их огромное просто количество. Вопрос, как ли мы эффективно их используем или нет, вопрос в том, хватает ли ресурсов или нет. Есть другой, опять же, пример, позвольте мне сейчас сказать. Это яркий пример, то, что делает Турецкая Республика. Страна не богаче нас. Страна, находящаяся в такой ситуации экономической, довольно негативной. Ни ресурсов нормальных нет, просто выгодное по факту геополитическое расположение. Хотя просто это тоже очень такое свысока я сказал. Страна, условно говоря, без ресурсов или с минимальным количеством ресурсов проецирует свою силу на тюркское пространство свое. Организация тюркских государств через сериалы, через гимназии, которые закрылись, через каких-то агентов влияния, через вот эти приколы, которые есть. Да, блин, найдите мне в России женщину плюс 40 лет, которая не смотрела «Великолепный век». Да даже и молодые смотрят. Вот это там «Вишневый браслет», или как это называется. Сообщение. Да, напишите сериал, да, как там, это «Вишневый браслет», или как там называется. Да. Вот это все эти приколы. Просто женщины с ума сходят по этому. Они идут и смотрят, каждую серию ждут. Да. У меня друг говорит... А потом они хотят поехать в Турцию. Да, у них есть идеал турка, они говорят, о, как красиво, приехали, я в Турции работал, я не буду говорить здесь у нас... Некоторые даже делают ЭКО потом. Типа, я так скажу, я в Турции работал, я не позволю себе такие вещи, которые там говорили, но это с ума сойти, что происходит, когда женщины в соло приезжают в Турцию. Там такая вакханалия происходит, а потому что у них образ красивый. Красивый сериальный образ турка, который... И ЭКО они себе делают, чтобы ребеночек был красивый. Я не знаю, наш Дукалис в свое время был образом как раз нормального мужика. Котлетка, пюрешка, добрый, теплый, лучезарный паренек. А не тот коварный Серкан Балат, который украдет твое сердце. Украдет твое сердце, разобьет его, выплюнет и сделает... Сын маминой подруги. Кебаб. Да, на самом деле так оно и есть. Но опять же, они продали эту идею, они заразили этим образом. А что мешает нам? У нас есть, вот честно признаться, есть, опять же, различные направления, да, там, молодежь, там, старшее поколение, и ведутся определенные проекты, ведутся какие-то сериалы, но они как будто гаснут, меркнут напротив того, что происходит. Опять же, использовать современные технологии, использовать более прогрессивные методы рекламы, навязывания в чем-то, а не то, как это у нас делают. Одну подписку купи, вторую, и вообще просто все забываются. Или вот тот же самый Рутуб, он же тоже вначале так и делал. По большому счету он пошел по направлению Ютуба, даже не Ютуб, какой там был изначально, когда они весь этот пиратский контент на себя размещали, и люди просто включают и постоянно его смотрят. А что нам мешает так и делать? Короче, нам нужен новый сериал, где все женщины из Турции со всего евразийского пространства приедут за этим русским мужиком. А для нас это хорошо. Во-первых, это увеличение населения, улучшение демографии. И везде плюсы. Везде плюсы и наша мягкая сила. Если позволите, буквально еще пару слов скажу. Сериал, который привлекает очень много людей на постсоветском пространстве. Вот раньше был «Улица разбитых фонарей». Вот я говорю по своему дедушке, по своим знакомым мужского пола из постсоветского пространства. Они просто с ума сходят по сериалам на НТВ. Честно я говорю. Вот первый отдел только чего стоит. У меня дедушка постоянно говорит, скинь. Ему 8 с чем-то лет. Он все посмотрел. «Улицу разбитых фонарей». То есть есть люди, которым они просто на это подкидываются, им это интересно. Нужно, чтобы не русский дедушка, а турецкий, и желательно не дедушка и не бабушка, а женщина. И вообще все прекрасные женщины мира, приезжайте к нам в Россию, у нас мужики получше. Спортсмены российские, которые выступают, сколько людей, вот просто... Особенно украинцы. Да, как они на это смотрят, когда наши спортсмены поднимают флаг России, да, они, красивые, эстетично сложенные, это же тоже мягкая сила, но мы почему этим ограничены? Надо дальше тиражировать, продавать. Напишите в комментариях еще идею сериала, за которым сюда хлынут женщины, потоки. Да и мужчины. Из Турции. И не только со из всего Турции, мира. Со всего мира. Пишите в комментариях. Огромное спасибо за такую приятную беседу. Взаимно. И тебе спасибо, что перебивал, пока я перебивал тебя. Что я посидел на уроке. До новых встреч. На паре. Да, на паре. На ленте. Подписывайтесь, комментарии. Всего доброго.